Я в прямом эфире. Здравствуйте всем, кто будет смотреть это в записи. Мне нужно пару минут, чтобы настроить и решить технические моменты. Так, я сейчас хочу найти чат. Чат я не нахожу пока. Ну и ладно. У нас прямой эфир. Прямой эфир сохранится в записи, и тема прямого эфира – это измены в браке. И чем я, как психолог, могу вам быть полезна в этой теме. Для начала давайте разберем, что вообще можно считать изменой в браке. Очень часто люди спрашивают, например, у моего мужа на работе завелась коллега-подруга, и я ревную, можно ли считать это изменой? Однозначного здесь мнения нет. Почему? Потому что измена – это то, как вы это чувствуете. Люди, в принципе, не должны жить по шаблонам. Нет шаблонного понятия измены. Для кого-то действительно изменой будет только если он целовался и у них был секс. Для кого-то изменой будет вот как раз-таки наличие такой коллеги-подруги на работе. А кто-то почувствует, что ему изменяют, какая-то женщина, например, почувствует, что ей изменяют, даже в момент, когда они идут вместе, например, прогуливаются вдоль моря по набережной, и вот она видит, что он смотрит на какую-то женщину. Не нужно ориентироваться на то, как чувствуют это другие люди. Важно, как чувствуете это вы. И если вы чувствуете, что просто его внимание к другим женщинам вы воспринимаете как измену, значит, это ваша норма. Итого, если вы задаетесь вопросом, что-то происходит у вас в паре, и вам неприятно, и вы задаетесь вопросом, это измена или нет, не спрашивайте других людей, не спрашивайте подруг. Попробуйте почувствовать, как вы это ощущаете. И будет здорово, если вы вашу позицию сможете озвучить вашему партнеру. Как понять, что мужчина завел любовницу или что супруга изменяет? Очень часто мы, люди, любим строить догадки. Вот нам что-то показалось, мы словили какой-то сигнал, как нам кажется, и в голове начинает раскручиваться прям клубок каких-то событий, которые мы часто сами себе придумываем. Действительно, иногда наша женская чуйка дает нам подсказки верные. И действительно, мы иногда верно складываем какие-то кусочки событий, и получается реалистичный пазл. Но очень часто мы добавляем туда, примешиваем что-то свое, что сами выдумали, чего нет на самом деле, и что очень сильно сгущает краски. Поэтому лучшее средство понять, что ваш муж завел себе любовницу, или если речь про жену, то что жена изменяет, это поговорить. Только разговаривая и смотря на то, как человек вам отвечает, вы можете сделать какие-то выводы. Пока вы открыто не разговаривали на эту тему, все остается догадками. Даже если во время разговора человек говорит «нет», но по его реакциям, потому как он это говорит, вы чувствуете, что это, скорее всего, «да», окей, это уже не догадки. Вы уже смотрите на его голос, на то, куда он смотрит глазами, когда он отвечает на ваш вопрос. Это уже не просто догадки, это уже предположение. Предположение – это немножко другое. Догадки – это когда мы придумываем сами себе воздушные замки, строим какие-то иллюзии. Итого, чтобы понять, что ваш супруг или супруга вам изменяет, нужно обязательно поговорить открыто на эту тему. Есть ли способ доказать это? Часто спрашивают, есть ли способ, как можно доказать, что есть измена, какими способами доказывают измены. Вопрос в том, что если вы доказываете измену вашему партнеру, это никак не решает проблему. Проблема в самой измене, если она есть. Если измены нет, тогда проблема в том, что вы ее придумали на пустом месте. В любом случае проблема, она находится с вашей стороны, это проблема для вас.
Когда вы доказываете партнеру или окружающим, что он такой вот козел, кобель, изменяет мне, вы свою проблему не решаете. Вы делаете ряд действий, когда вы тратите очень много своей энергии, сил, нервов, и это не приносит вам вообще никакой выгоды. Это просто зря потраченное время, зря потраченные силы. Если способ доказать, самым открытым доказательством для кого-то другого было бы, что вы это увидели, или вы нашли смски, какие-то переписки, вы что-то подслушали. Но чтобы подслушать и увидеть, нужно либо следить, либо случайно оказаться в нужное время, в нужном месте. Если вы действительно это увидели, доказывать уже никому ничего не нужно, все и так открыто. Но если вы превращаетесь в шпиона, который бегает за вашим партнером, подсматривает и подслушивает, то вы становитесь в позицию родитель-ребенок. Это не общение двух равных взрослых. Два равных взрослых должны друг другу доверять. Если причин для доверия у вас откровенно нету, значит, что должны сделать два взрослых? Либо найти способ, как доверять друг другу, договориться, поговорить, прояснить все, либо расстаться. Но как только один начинает следить за другим и пытаться поймать его и доказать ему же самому, партнеру, что ты мне изменяешь, посмотри, я это увидел, то это уже не взрослые отношения, это уже проигрывание неких часто, к сожалению, встречающихся шаблонов, паттернов поведения, и это никогда не приводит к счастливым отношениям. Я сейчас на минутку загляну в чат, чтобы убедиться, что у нас все в порядке. Так, и продолжу. Я раскрою эту тему сейчас еще через несколько важных пунктов и потом перейду к вопросам из чата. Доказывать не нужно, не имеет смысла. Нужно просто самой для себя убедиться, в какой позиции вы находитесь, и дальше принимать решение, что с этим делать. Часто еще спрашивают, стоит ли прощать того, кто изменяет, или начать ему мстить. Стоит ли прощать того, кто изменяет, или мстить в ответ? Мстить или прощать, или уйти, или еще какой-то вариант – это всегда вопрос вашего выбора. Здесь очень важно всегда помнить, что не бывает одного выбора какого-то одного, который всем людям подходит. Это невозможно. Ваш выбор будет лично вашим, и только вам нести за него ответственность. Соответственно, что бы вы ни выбрали сделать после того, как вы узнаете, что вам изменили, вы всегда выбираете какой-то путь и несете потом за это ответственность. Все последствия, которые есть, они полностью остаются вашими. Если вы к кому-то прислушиваетесь, то вы выбираете, возможно, не свой путь, а несете потом эти последствия. Что происходит, если человек мстит за то, что ему изменили? Месть – это всегда отыгрывание обиды. Мы часто обижаемся, люди, но мы по-разному дальше реагируем на эту обиду. Кто-то обиду давит в себе и копит годами, и это очень плохо, это приводит банально к психосоматическим заболеваниям. Это портит отношения в паре, если пара продолжает существовать, а кто-то копит эту обиду годами. Но часть людей склонны отыгрывать обиду, то есть, испытав обиду, отреагировать на это при помощи мести. За местью скрывается следующее. Мне сейчас плохо, и я сделаю так, чтобы тебе стало хуже. Или мне сейчас плохо, я сделаю видимость того, что мне хорошо, ты посмотришь на это и начнешь сожалеть, что ты мне сделал плохо. Опять-таки, это не позиция взрослого человека. Если взрослого кто-то где-то обижает, взрослый, если может уйти из этого контакта, уходит. Если это невозможно, если вас на улице кто-то, не знаю, ловит и начинает вашу сумку отбирать, у вас еще есть вариант дать сдачи. Потому что у вас забирают ваши. Почему людям часто хочется мстить за измену? Им кажется, что партнер в этот момент забирает у них что-то, что принадлежит им. Грубо говоря,
Женщина чувствует, что мужчина, когда изменяет, он лишает ее чего-то, что принадлежит ей. Что это может быть? Комфорт. Ей комфортно жить в семье, где есть стабильный мужчина, который зарабатывает стабильно деньги, и ей, например, не нужно работать. И тогда ей кажется, что мужчина этим действием лишает ее комфорта. Почему еще может быть желание мстить, например, если мужчина изменяет? Чего такого мужчина, возможно, как кажется, женщине лишает ее? Например, женщина очень боится одиночества, и она очень рада, что они поженились, к примеру, в студенческие годы. Вот они живут уже 20 лет вместе, он ей изменяет, она об этом узнает, и у нее чувство большой обиды внутри, и ей хочется за это отомстить. Например, поехать на какой-то курорт и завести там курортный роман. О курортных романах я рассказывала на телеканале «Пятница» в одном из сюжетов. Тема курортных романов, она очень популярна. Действительно, люди часто едут туда оторваться и отомстить своему партнеру за ту обиду, которая в них скопилась. И вот пример женщины. Что же такого лишил ее мужчина? Она боится одиночества. Она как-то сошла с ним относительно легко, там, в возрасте, например, 18-20 лет, когда они оба были студентами. Тогда она была более гибкая, более подвижная и физически, возможно. Она молодо выглядела. И все, когда мы молоды, мы легче идем в какие-то эксперименты, нам легче дается попробовать что-то новое, банально войти в новые отношения, мы легче сходимся с людьми. И вот сейчас ей страшно, что если он от нее уйдет, то она останется одна. Потому что она не чувствует в себе сил легко выйти дальше в жизнь одной и знакомиться с мужчинами. Ей страшно. Она 20 лет прожила дома в одном каком-то пространстве уюта с одним человеком, причем уют, возможно, казался только ей. Ему, возможно, было неуютно, раз он захотел идти искать что-то другое, ему чего-то явно не хватало. И вот сейчас ей страшно, что из этой зоны комфорта и уюта она попадет в реальность, и ей нужно будет выбирать. Либо остаться в одиночестве дальше и ни с кем не знакомиться и не пробовать заводить новых отношений. Либо войти в новые отношения, а это страшно, потому что она не привыкла. Вот именно для таких женщин, для таких ситуаций в том числе, я создаю сейчас курс про первое свидание. Потому что действительно людям, особенно кто был долго в отношениях, и потом эти отношения рушатся, очень сильно страшно начать это строить заново, начать в принципе открываться мужчинам. Итого у такой женщины обида за то, что он лишает ее комфортного, стабильного состояния, и она сталкивается лицом к лицу со своим страхом. Что здесь неверно? Женщины в обоих случаях, которые я описала, где есть обида на то, что ее убирают из зоны комфорта, и она видит свой страх, и где есть обида на то, что ее лишают стабильного финансового состояния, в обоих случаях женщины не берут ответственность за свою жизнь. И начинают со временем брака чувствовать, что муж – это вторая половинка, и мы слепились вместе, и мы теперь одно целое, и значит, он – это часть меня. А раз он – это часть меня, значит, я имею на него права, и она его как бы съедает. Ну, он становится частью ее. Или кажется в этот момент женщине, что муж – это как третья рука. Я же свои руки чувствую, знаю, что они принадлежат только мне. Это моя собственность. И муж, значит, моя собственность. И тогда появляется желание мстить. И это в корне неверно. Потому что если вы мстите, например, человеку, который украл у вас на улице сумку, это меньшее зло. Вообще чувство мести, оно в принципе поддается проработке с психологом, это лечится, так скажем, это не здоровое чувство, не лучшее из форм проявления человека. Но если вы мстите человеку за то, что он украл вашу сумку, вы вредите себе вот настолечко, вот чуть-чуть совсем. Почему? Потому что сумка действительно ваша. Если вы мстите за измену, вы вредите себе очень-очень сильно. Почему?
потому что муж вам не принадлежит, ваш партнер вам не принадлежит. Вы вместе сходитесь на какое-то время, пока вам обоим комфортно в этом. При этом у вас у обоих есть право выйти из этих отношений. Если вы не оставляете за вашим партнером право выйти из отношений, вы делаете его своим рабом. Поэтому месть я бы точно никому не рекомендовала мстить, хотя и на это у вас есть право выбора. Итого, мстить не нужно. Мстить – это вредно для себя, счастья вы от этого не испытаете. При каких условиях можно сохранить семью? Часто спрашивают на консультациях, что же такого сделать, чтобы сохранить семью? При каких условиях можно ее сохранить? Что для этого нужно? Семью действительно можно сохранить, и если один из партнеров изменил, и если он изменял даже много раз, и даже если оба изменяли. Но для этого действительно нужно одно условие, очень важное. Это условие – готовность обоих что-то менять. Отношения – контакт двоих. И что бы в них ни происходило, всегда в это привносят что-то оба. То есть, по сути, оба в чем-то виноваты. Если один сделал откровенное какое-то зло, так скажем, изменил, второй все равно в этом виноват. Он либо терпел очень долго и не обращал на что-то внимания, либо приходил в эти отношения с какими-то своими страхами, которые мешали второму человеку, партнеру чувствовать себя свободно. Что-то все равно с обоих сторон глубоко, если копнуть, было неверно. Поэтому отношения можно сохранить после любых плюс-минус измен, при условии, если оба готовы что-то менять. Садиться и разговаривать, находить истинные причины, проговаривать, а какие потребности у каждого из вас в отношениях, какие потребности сегодня. Потому что, например, если пара сформировалась 20 лет назад, они, опять-таки, пример, поженились в студенческие годы, а сегодня им по 40 лет, то потребности, которые притянули друг друга в 20 лет, это совершенно другой набор потребностей, чего хочет человек, что он получает от этих отношений. В 40 лет они прожили вместе долго, они изменились очень сильно. Их набор потребностей стал другой. Поэтому единственный способ, единственное условие необходимое для того, чтобы сохранить семью после измен, это сесть и разговаривать, выяснять, какие есть потребности у каждого и находить точки соприкосновения. Можете ли вы вместе сделать так, чтобы потребности каждого в этих отношениях удовлетворились, чтобы каждому было хорошо? Потому что если один удовлетворяет часть, и часть он не удовлетворяет, то он либо человек здоровый психологически, у которого нет сильно страхов, он бы ушел, скорее всего. Человек, который готов где-то притереться, подстроиться, потерпеть, он остается, но либо он терпит очень долго и не удовлетворяет свои потребности, а это неприятно, наши желания все равно вырываются из нас наружу. Либо он находит способ, как удовлетворить эти потребности на стороне, вне семьи. Если у человека, например, потребность в сексе, а дома секса мало, он либо терпит очень долго, сколько может терпеть, мы все по-разному устроены, кто-то терпит всю жизнь, что ему мало секса. Люди по-разному разрешают себе чувствовать себя. Люди многие даже не понимают, чего они хотят. Часть потребностей остается неосознанными. Если они неосознанны, конечно, проще терпеть. И кто-то терпит годами. Пример семьи, наши бабушки, прабабушки, дедушки, они жили совершенно иначе. Были другие времена. Они не задумывались о том, достаточно мне чего-то или нет. Они либо просто уходили все в работу и выживали как могли, либо просто шли бездумно и изменяли. Сегодня люди больше обращают внимание на то, что происходит внутри их тела, на свою психику, и кто-то начинает задумываться и анализировать свои потребности. Поэтому, если потребности не удовлетворяются внутри семьи, они будут удовлетворяться где-то на стороне. Соответственно, людям нужно садиться
Итого, людям нужно садиться, проговаривать все открыто, договариваться открыто и находить способ, как они сделают вместе свои отношения такими, чтобы каждый в них получил то, что ему нужно от отношений. Это единственный способ сохранять семью. И если так сделать открыто, честно, по-настоящему, то не нужно будет изменять. За исключением одного случая. Есть часть мужчин, которые не могут не изменять. Они изменяют в любом случае любой женщине для того, чтобы удовлетворить какую-то свою специфическую психологическую потребность самоудовлетворяться за счет большого количества женщин. В простонародье их просто называют бабник. Бабник тоже может измениться, но для этого ему нужно очень глубоко и близко познакомиться с собой и, скорее всего, при помощи психолога, потому что это что-то очень глубинное, скрытое, какая-то, скорее всего, травма из детства толкает человека самоудовлетворяться за счет большого количества женщин. Но если вы в отношениях с мужчиной, вы всегда можете просто посмотреть на него и честно сказать самой себе, это бабник классический или это обычный среднестатистический нормальный здоровый психический мужчина. Бабника всегда видно сразу. И еще один очень важный пункт про измены, который я сегодня хотела бы раскрыть, это есть ли способ не допустить измены? Существует ли какой-то уникальный способ, как же сделать так, чтобы их не было? Да, измен не будет там, где есть близкий контакт между партнерами. Потому что, когда есть близкий контакт, люди могут сесть, открыто разговаривать. Люди могут не замалчивать о том, что они хотят, что их волнует, что им важно. Они будут открыто об этом говорить. Если есть близкий контакт, то второй, услышав этот открытый разговор, прислушается и попробует со своей стороны тоже раскрыться и пойти навстречу и что-то сделать для этого. Соответственно, единственный способ не допускать измен в паре – это быть открытым, разговаривать. Все, что чувствуете, как-то корректно приносить и проговаривать партнеру. Все свои сомнения открыто проговаривать. Быть близкими. Близкими – это не значит быть удобной для мужчины. Готовить ему завтрак, обед и ужин, стирать его вещи регулярно и хорошо их гладить, быть его личной помощницей, ассистентом и следить за его расписанием, собирать ему чемоданы в поездки и разбирать их. Некоторым по ошибке кажется, что это близость. Нет, это удобная женщина, которая по совместительству выполняет функции прачки, личной помощницы, кухарки, весь набор. Да, в отношениях женщина должна делать женские дела, но без самопожертвования. Разумно находить свой баланс. Понятно, что если мужчина ходит на работу и зарабатывает приличную сумму денег, и женщина, соответственно, в браке может сидеть дома и не работать, потому что муж хорошо обеспечивает семью, конечно, она будет выполнять все эти функции. Но здесь не должно быть какой-то жертвенности. И здесь важно держать баланс и все-таки не растворяться в нем полностью, а находить способ сохранять свое личное пространство, личные интересы, личных знакомых, личную жизнь. Внутри вашей семьи должно оставаться что-то ваше личное, где он не имеет к этому отношения. И точно так же у него должно быть что-то личное, куда вы не имеете права вторгаться. Что он хочет, может открыть, хочет, может закрыть от вас. Поэтому, чтобы не было измен, нужна близость, близкий контакт. Чем близкий контакт отличается от раствориться? Это когда у меня есть своя личная жизнь, я в нее ушла, пожила там как-то сама, встретилась с друзьями или поработала работу, которая мне нравится. Или если я не работаю, то пошла на какие-то хобби, где мой мозг полностью отключается от семьи, от мужа, и я нахожусь в своей личной жизни, у меня что-то происходит интересное. Я побыла там какое-то время, вернулась домой, встретила, например, мужа после работы, и мы садимся и близко, открыто, наверное, это можно сравнить с близкими друзьями. Как друзья разговариваем открыто о том, что происходит. Как он провел день, как я провела день, что он чувствует. Если вчера я на него обиделась, то значит я сяду и буду открыто ему говорить при близком контакте, когда это возможно.
ты знаешь, я чувствую сейчас себя не очень хорошо, я чувствую, что я немножко обиделась. Объясни, пожалуйста, мне, а что там было? Вот это пример близкого контакта. Если люди на протяжении всей жизни умудряются сохранить близкий контакт, потому что это не супер-то легко, он не сохранится сам. Сам, если пускать все на самотек, оно чаще всего скатывается вниз. Все в этой жизни, куда мы не вкладываем свое внимание, а внимание – это энергия, оно не может стоять. Жизнь – это как гора. Не перестаем камушек какой-то катить вверх, тратить на это силы. Он всегда скатится вниз. И отношения также. Если люди осознанно не продолжают на протяжении всей своей совместной жизни вкладывать свое внимание в партнера и в отношения, точнее, в партнера через отношения. Потому что фокус внимания должен быть на отношениях, что нас связывает. Если просто заливать свое внимание в партнера, то это быть мамой, например. Одень кепку, там солнце на улице, а то обгоришь. Мама заботится о ребенке и одевает ему кепку. Ну, то есть вот там есть такие нюансы. Это все полезно рассматривать индивидуально. Если люди умудряются, хватает навыка, либо есть природный талант, давать внимание этим отношениям, развивать их и сохранять, следовательно, близость на протяжении всего времени брака, например, то измен не будет, они будут не нужны. Если мужчина чувствует, что его потребность в определенном количестве секса не удовлетворяется, ему мало секса, и если это близкие отношения с женой, то он приходит к ней и разговаривает с ней, и говорит: ты знаешь, дорогая, что-то я чувствую, что вот мне недостаточно, я секса хочу чаще, давай что-то делать с этим. Если у них близкий контакт, то женщина не прячет при этом глаза, не начинает менять тему разговора и не воспринимает это как претензию обидную. Женщина продолжает открыто контактировать и вникать, что же происходит с ним такое. Здесь нужно внимание. И она дает туда свое внимание. Она говорит: ты знаешь, я тоже заметила, что у нас мало секса. Или, допустим, не заметила. Не заметила, тогда она скажет: ты знаешь, а мне достаточно. А как ты чувствуешь, что тебе мало? А я чувствую вот так. И они ищут какую-то точку, где обоим будет окей. Да, возможно, они немножко подвинутся друг к другу, но это будет точка, где обоим будет окей. Либо женщина открыто скажет: ты знаешь, я тоже заметила, что его у нас мало, но у меня сейчас вот такой период в жизни, что я не чувствую свое либидо, мне не хочется, но я понимаю, что это связано с тем-то. И тогда, возможно, точкой, где обоим будет окей, где оба чуть-чуть пойдут навстречу друг друга, не теряя при этом себя, не жертвуя собой, возможно, здесь решением будет, что давай поживем так месяц, пока я, например, упахиваюсь на работе, а через месяц все будет как раньше, потому что какой-то проект, например, который я веду, закончится. Итого, близкий контакт – это единственный способ, как не допустить измены в паре. Тема измен в браке, она огромная, и она вполне достойна ни одного прямого эфира, и про нее можно говорить бесконечное количество часов. Поэтому я буду рада ответить на ваши вопросы. Я сейчас просмотрю их в чате. Ищу вопросы, на которые я сегодня смогу ответить. На какие-то вопросы, возможно, не смогу, не успею, и тогда на эфире присутствуют модераторы, моя команда мне помогает с технической частью. Вопросы, на которые сегодня не будет ответа, мы обязательно выпишем, проанализируем, и ответ на них можно будет найти на канале в видео, которое выходит здесь регулярно, каждый день. Почему изменяют даже в счастливом браке? Екатерина, спасибо большое за такой интересный вопрос, потому что действительно, казалось бы, если брак счастливый, почему же там изменяют? У меня было несколько интересных историй, да, когда действительно приходит женщина в смятении, в сомнении, в чувствах непонятных, и она
Не столько даже испугана этой изменой, сколько она реально не понимает, как это так. И она рассказывает, что мы жили душа в душу столько лет. И я была уверена, что у нас идеальная семья. И тут вдруг я вижу, узнаю, что он мне изменяет. Как это? Мир рушится, я не понимаю. Если я настолько ошибалась, тогда на что мне вообще опираться в этом мире? Как доверять? Я не понимаю, как такое могло быть. Казалось бы, все хорошо. И действительно описывает какие-то признаки счастливой семейной жизни, что вот он с ребенком проводил много времени, всегда был дома по ночам, мы вместе путешествовали. Что же происходит? Почему измены бывают вот так неожиданно? Если случается именно так, что брак кажется счастливым, и потом человек узнает, что ему изменили, значит, брак был счастливым только для одной из сторон. Это первый вариант. А второй вариант – это тот редкий тип мужчин, мужчина-бабник. Почему редкий? Они очень привлекают к себе внимание, они, как правило, харизматичны. Вы можете себе представить бабника, который не харизматичный? На то он и бабник, у него харизма есть, он ее вот так развивает. И поэтому про них очень много говорят, и о них легко сочинять истории, легко о них рассказывать, они интересны. На самом деле в мире огромное количество мужчин, их намного больше, чем бабников, абсолютно нормальных, которые действительно могут жить даже всю жизнь с одной женщиной, ни разу ей не изменяя, при условии, что в браке они будут счастливы. А счастливы они будут тогда, когда все их желания, потребности будут удовлетворены. Мне здесь больше нравится слово «потребность», чем желание. Потому что если я озвучиваю вам, все его желания будут удовлетворены, то ошибочно можно представить себе женщину, опять-таки удобную, которая жертвует собой и удовлетворяет его желания, даже те, которые ей неприятно, возможно, удовлетворять. Соответственно, давайте все-таки использовать, наверное, слово «потребность». Оно не несет вот этого неверного контекста, который люди могут перепутать. Потребность – это, по сути, то же самое желание, но потребность, ее можно удовлетворить по-разному. Желание. Я хочу кофе прямо сейчас, и прямо вот это, и прямо в этом стакане из этого кафе. Потребность – я, в принципе, хочу кофе. Я люблю кофе, я хочу его пить регулярно. Если сейчас я не могу его с тобой выпить вот в этом кафе, прямо вот здесь сейчас, потому что тебе это не окей, мой партнер, я найду другой способ ее удовлетворить. Либо мы с тобой пойдем в другое кафе, когда ты тоже захочешь, и тебе это тоже будет окей. Либо я выпью это кофе на работе после нашей встречи, либо я просто куплю себе домой кофе и буду пить его один. У потребности всегда есть варианты, как ее удовлетворить. У каждого в браке есть своя потребность, точнее их список, их набор, их несколько. Если в браке, который, например, женщине кажется счастливым, она чувствует его как счастливый, это что значит? Что все ее потребности в нем удовлетворены. И тут бамс, муж ей изменяет. Это что значит? Что его потребность какая-то была не удовлетворена. Изменяют часто не только ради секса. Там есть набор потребностей, он опять-таки у каждого индивидуальный. Изменять могут, правда, не ради секса, а ради эмоций, например. И еще много ради чего. Вот что-то у мужчины в этом браке не удовлетворялось. И поэтому для него этот брак не был счастливым. Даже если он самообманывается и сам себе, обманывая себя, говорит: да я в принципе счастлив в браке. Может быть, ему просто страшно что-то менять. И он нашел более легкий способ, как обойти свой страх стороной, не менять что-то в браке, но удовлетворить свою потребность на стороне. Итого, в счастливом браке, когда оба счастливы, измен нет. Если брак кажется счастливым и есть измена, значит, один из партнеров в этом браке несчастлив. Еще вопросы смотрю. Валерия пишет, что, подтверждая, с бывшим разошлись, потому что оба менять ничего не хотели. Действительно, когда это так, расходиться – это единственный верный вариант. Угу.
А, Если решили не обращать внимания на измену, это нормально или нельзя прощать и нужно расходиться? Анастасия, спасибо за вопрос. Решили не обращать внимания на измену. Нормально ли это? Если не обращать внимания на измену и при этом дальше не чувствовать обиду внутри, не копить какую-то злость, действительно не переживать по этому поводу, то это нормально. Но это будет уклад семьи по типу таких открытых браков. Браки, где оба дают друг другу разрешение, официальное такое открытое разрешение. Ты можешь изменять мне столько, сколько захочешь, при этом мы с тобой остаемся партнерами. Сегодня это уже существует, в мире такое есть. Если людям правда окей, они правда могут дать друг другу столько свободы, ну хорошо. Если один узнал про измену, он может дать партнеру столько свободы. Но я не встречала ни одной женщины с хорошей самооценкой, без каких-то серьезных таких травматизаций, травмы с детства, где были хорошие отношения в семье у папы с мамой, где ее никто не обижал, где она росла в комфорте, уюте, в любви, счастье, радости. Я не встречала ни одной женщины, которая выросла бы в такой прекрасной обстановке, имела бы хорошую устойчивую психику и при этом давала бы своему партнеру разрешение на такие свободные отношения. Чаще всего женщины, если и терпят измены, закрывают на них глаза, они всегда что-то копят внутри. Чаще всего это обида, злость, они сами себя съедают изнутри, считая иногда, что я какая-то не такая. Раз он идет мне изменять, значит, я не такая. Они начинают конкурировать с любовницей или с образом любовницы, который они себе выстроили. Это всегда саморазрушение внутри. Поэтому это норма, это все пока все считается нормой, пока человек сам не почувствовал, не сказал, что я больше так не хочу, мне так не подходит, я хочу что-то менять. Наркоман, который употребляет наркотики, хотя наркотики в обществе считаются не нормой, пока сам не хочет изменить свою жизнь, пока ему самому не надоело это состояние и то, с чем он сталкивается, он, к сожалению, находится в состоянии его нормы. Поэтому психологи никогда не лечат без запроса. Поэтому если мы, просто люди, видим со стороны, где-то, может быть, среди знакомых или по телевизору какие-то истории, где мужчина изменяет, а женщина терпит, надо признать факт, это их норма. Если она терпит, это ее норма. До тех пор, пока ей не надоело терпеть, она не готова что-то менять. Можно ли прощать измены или надо расставаться? Надо делать так, как вам будет хорошо. Надо делать так, чтобы вам в дальнейшем было комфортно, легко, чтобы вы могли чувствовать себя счастливым. Поэтому женщина, которая изменяет, если она терпит, ей можно рекомендовать получить какую-то профессиональную помощь, избавиться от тех страхов, блоков, зажимов, что ее загоняет в эту ситуацию. Почему она сама себя загоняет в эту ситуацию, что на нее давит. Убирать то, что ей мешает быть свободной, счастливой, самодостаточной, возможно, одинокой при этом женщиной, не бояться этого одиночества, верить в то, что можно встретить мужчину другого, лучше. В конце концов, даже кайфануть и сказать, наконец-то мне не нужно никому стирать и гладить, я могу посвятить какую-то часть жизни сейчас сама себе. Ура, у меня будут новые приключения и путешествия. Я встречусь с новыми мужчинами. У меня будут новые отношения. Это же новое путешествие. Это же круто. Но что-то женщин не пускает в это. С точки зрения психолога, вот если бы ко мне пришел конкретный клиент с запросом, я бы ей, женщине, расписала вот так всю эту картину и сказала, тебе выбирать. Ты можешь прийти вот в эту точку счастья, только если сама захочешь туда идти. Но я готова тебе помочь. Иди к любому психологу, иди на какие-то курсы, ищи информацию, читай книги. Условно, так можно сказать, это лечится. Ты можешь быть счастливой. Поэтому я бы никому никогда не рекомендовала терпеть измены,
При этом я продолжаю считать это личной нормой человека, если ему так окей, если он сегодня не готов что-то менять. Возможно, у него сил сегодня нет, и он не решился искать их где-то со стороны. А может быть, просто эта женщина не знает вообще, в принципе, у нее нет в жизни опыта просить помощь где-то у кого-то на стороне. Она привыкла всю жизнь рассчитывать только на себя. Она не привыкла, что она не знает вообще, у нее в жизни не было такого примера с детства, что можно, например, подойти к маме и попросить маму помочь. Может быть, мама с детства ее отшвыривала от себя фразами «Уйди, я занята, мне некогда, не мешайся мне под ногами». И тогда, естественно, вырастает женщина, которая на уровне чувств, на уровне подсознания не знает, что есть такой вариант, как обратиться за помощью. Не знает, что есть такой вариант, что можно найти даже как финансово перебиться, что нужно полагаться только на себя, что если нет денег, нужно идти работать, что если сразу не получается, можно попросить кого-то из друзей или родственников пожить у них какое-то время, если совсем нет денег, работать, зарабатывать. Люди иногда даже не видят такой выход. Почему? Потому что у них нет опыта искать помощь на стороне. Еще вопрос. Комментарий. Также романтику сложно поддерживать на протяжении многих лет. Любовницы позволяют то, чего не хочет жена. Не хочет или не может, или устала, или сама себя загнала в угол, сама делает что-то не так, что у нее действительно нет сил это давать. Не может скорее, но может сделать что-то, изменить, чтобы быть в ресурсе, быть сильной, быть интересной, в первую очередь самой себе, потом и людям рядом. Но это все очень индивидуально. Еще вопрос вижу. Как психологи работают с изменой? Как вы сможете мне помочь с изменой? Спрашивает Алина. Алина, спасибо за ваш вопрос. Я рада на него ответить. Когда ко мне приходит женщина и говорит, у меня запрос, мне муж изменил, помогите мне, что можно сделать в этой ситуации? Первым делом я смотрю на ее состояние, потому что бывает, женщины приходят очень в разбитом состоянии, это уже невроз. Там женщина пьет успокоительное, потому что у нее действительно нервная система не справляется. Она чувствует слабость, то есть она совсем разбита. Если мы говорим про такой случай, когда прям, все, жизнь рушится, человек плачет сутками, самое первое, что нужно сделать, что я делаю, или человек, посмотрев этот эфир, может попробовать сделать это сам, это выстроить так называемые опоры. Когда мы чувствуем, что мы психологически, эмоционально с чем-то не справляемся, нам нужно, опять-таки, попросить помощи где-то извне, найти что-то извне, на что мы можем опереться. По идее, люди рождаются все с разным психическим потенциалом. Кто-то более психически устроен, устойчив, кто-то более устойчив психологически, кто-то менее. Смотрите пример. Есть один человек, он вырос в детском доме. В детском доме очень сложно. При этом он вырастает психологически здоровой личностью. У него нет желания отыгрываться на людях, у него нет желания мстить людям за то, что ему досталось такое сложное детство. Он устойчив, у него хватает внутри опоры на самого себя, он как-то не пошатнулся, не развалился от этого. Он идет дальше по жизни, строит себе карьеру, находит, как-то делает семью, то есть у него что-то происходит, он живет как обычный нормальный человек, хотя у него было такое травмированное детство. Рождается другой ребенок, психика у него другая, в нем заложен другой генетический набор качеств, другие склонности, это другая личность, другая индивидуальность. Он тоже растет в детском доме, и при этом он вырастает человеком обиженным на жизнь, с обидой на людей, что у вас было хорошее детство, а у меня нет, я рос в детском доме. И он может отыгрываться на людях. Казалось бы, два человека примерно плюс-минус одинаковых условиях, но по-разному справляются с трудностью. Также люди, которые попадают в какие-то
ну, какие-то жертвы терроризма, например, да, вот прям жертвы каких-то обстоятельств. Кто-то проживает это легко, потому что он более устойчив внутри изначально. Кто-то становится травмированным от этого. Разный потенциал. И поэтому женщины переносят измену, известие о измене по-разному. Кто-то будет вот так рассыпаться. Если ко мне приходит женщина, которая вот так рассыпается, значит, внутри у нее изначально природно нету какого-то мощного психологического состояния, такой самоопоры. Она не может опереться сама на себя. Я тогда помогаю ей выстроить эти внешние опоры. Мы проходимся по сферам жизни. Где ты живешь? Как ты зарабатываешь деньги? Если ты их сейчас не зарабатываешь, придумай, я вместе с тобой рядом, я готова тебе помогать, находить выход, разговаривать с тобой и подсказывать тебе, если ты где-то избегаешь что-то, не замечая сама, как ты будешь зарабатывать эти деньги. Ты боишься одиночества. То есть мы в ходе разговора находим ей точки в ее жизни, на что она уже сейчас может опереться. Иногда этими точками становится реальный человек извне. Например, если у нее хорошие отношения с ее мамой, значит, она может переехать на какое-то время к маме. Мама будет там о ней заботиться, готовить ей завтраки. Она почувствует себя не одинокой и немножечко окрепнет. Первый этап – это стабилизировать человека. Либо приходит человек уже стабильно изнутри сам, не плачет, не рассыпается, просто говорит: вот козел изменил мне, блин, что же мне теперь делать? Как мне корректно с ним развестись? Или, например, как с детьми наладить контакт, как им сообщить эту новость. То есть его волнует, может быть, немножко что-то другое. И такому человеку не нужны внешние опоры дополнительные, он уже опирается сам на себя. Итого первый шаг – это мы решаем вопрос с опорами. А дальше глубокая психологическая работа по поиску причины. Как женщина, например, оказалась в такой ситуации, что она жила с мужчином, который ей изменяет. Чего она не замечала в отношениях, чего она не давала мужчине, чего она не получала от него. А может быть, у нее есть такой родовой опыт, в ее семье папа все время изменял маме. И тогда это наследственная штука, генетическая такая, наследственная, в ней это запрограммировано. Но с этим можно работать. И давать ей... То есть я помогаю ей получить новый опыт, что в жизни можно жить без измен. Тебе не обязательно привлекать к себе мужчин, которые тебе будут изменять. Ты можешь быть счастлива в браке, где мужчина не будет тебе изменять. Для того, чтобы получить такой опыт, нужен контакт с человеком. Лучше всего это происходит именно вот с психологом, вырабатывается какой-то новый шаблон поведения. Притягивать мужчин, которые изменяют, это тоже шаблон поведения. Читаю, очень интересно, спасибо за советы. Алла, спасибо вам за комментарий. Спасибо вам за вопросы. Вот последний, наверное, еще вопрос. 2 еще вопроса вижу, да. Сейчас на них отвечу. Всегда было интересно, зачем люди признаются в измене, спрашивает Марго. Люди признаются в измене в 2 случаях. Первое – это когда человек устал хранить это в секрете, потому что когда мы храним что-то в секрете, мы подсознательно, на самом деле мы тратим неосознанно, не замечая на это энергию. Мы все время должны себя контролировать. Не скажем ли мы лишнего, не узнает ли партнер, правильно ли я себя сейчас веду. Мы тратим на это энергию. В какой-то момент человек устает тратить энергию на эти секреты. Не все могут легко возвращаться домой каждый вечер, помнить, что он изменил когда-то, допустим, и продолжать с партнером общаться, как ни в чем не бывало. Часто люди изменяют, а потом понимают, что им самим становится сложно относиться к партнеру так же, как раньше. И тогда люди решаются на то, чтобы открыть все карты и рассказать, как есть. Почему? Потому что им тяжело, они уже не справляются с этим. И есть еще один вариант, почему люди рассказывают о своих изменах. Из желания обидеть партнера, из желания отомстить. Кто-то мстит путем того, что едет на курорт, например, заводит курортный роман и изменяет,
а кто-то мстит путем того, что я знаю, что ты меня любишь, и если я сейчас тебе расскажу, но ты меня обидел, допустим. Я знаю, что ты меня любишь, но ты меня обидел. И сейчас я расскажу тебе о том, что я тебе изменял или изменяла, и тебе станет больно. То есть это такое желание наказать партнера. Это очень эмоциональный поступок. Если человек ведется на такой эмоциональный поступок, как правило, потом он чувствует сожаление о том, что он это сделал, потому что счастье это никому не принесет, если это сделано из вот такого зла. Первый вариант, когда люди открываются про измену из желания убрать вот этот груз таинственности и секретности, там есть вариант, что все закончится хэппи-эндом. Почему? Потому что если вы рассказываете партнеру об измене, а он действительно дорожит вами и ценит, если он видит вашу искренность, если он видит, что вы сожалеете об этом, если он видит, что вы хотите дальше быть вместе, не изменять и что-то изменить, и он тоже готов что-то менять, то вы вполне можете договориться, и он вполне может это простить, если он может быть настолько осознанным и не поддаваться импульсу вот этой сильной обиды, потому что всем очень обидно, когда нам изменяют. И еще один вопрос, последний на сегодня. Сейчас. Если я узнала о том, что моей подруге изменяет ее муж или парень, должна ли я об этом рассказать? Спасибо большое за вопрос, Екатерина. Это очень интересная пикантная тема. Здесь нету того, что вы должны или не должны. Мы, когда считаем, что мы что-то должны, это всегда наши проекции. Кому должны? Здесь стоит почувствовать, кому должны? Но есть опять-таки свобода выбора. Я расскажу, как я бы поступила при этом. Вы можете поступать так же, можете поступать иначе. Всегда нужно просто смотреть на последствия. Плюс каждый случай индивидуален. Если бы я сегодня узнала, что моей подруге изменяет муж, я бы сделала следующее. Я бы молчала до тех пор, пока она меня сама об этом не спросит. Это идет из психологии. В психологии говорят, что без запроса мы не работаем. Когда человек нас не спрашивает, мы не должны ничего делать. Почему? Приведу вам пример. Представьте, что вы прекрасный стоматолог. Вы безупречно лечите зубы людям. Или вы обладаете какой-то информацией, как лечить эти зубы. Да? Вот вы, например, знаете аналог, что вашей подруге изменяет муж. Какая-то уникальная информация. И вот вы идете по супермаркету, набираете себе корзину продуктов, и рядом видите человека, он зевает, и вы в этот момент замечаете, что у него больной зуб. И вы знаете точно, что если вы сейчас дернете этот зуб, ему 100% станет легче, потому что зуб-то болит, ему же потом плохо будет, ему же все равно придется его лечить. А вы можете это сделать прямо вот как нужно. Человек зевает, он не готов сейчас встретиться с этой болью. Дергать зуб – это больно. Узнавать о том, что тебе изменили – это больно. Человек зевает. Он сейчас, в его планах нету встречаться с этой болью, он не готов, он не открылся. А вы лезете туда рукой, хрясь, дергаете этот зуб. Какая будет реакция у человека? Он скажет вам за это спасибо? Нет. Он не спрашивает об этом. Примерно то же самое может получиться с подругой. Вы просто окажетесь крайней. Большая вероятность того, что вы окажетесь крайней. Либо для нее, либо для ее мужа. Вы же не знаете, что там, даже если вы близкие подруги, и вам кажется, что вы друг другу все рассказываете, вы не знаете, что там за дверью этого дома, когда вас нет. Может быть, жена об этом подозревает и не говорит об этом вам. Она очень умело это скрывает, может быть, даже сама от себя. И может быть, ей сейчас так нужно, это ее выбор. Она не готова сейчас столкнуться с этим. И тут вы принесете ей вот эту новость, с которой она не готова сейчас столкнуться, и кто окажется крайним и виноватым? Вы, потому что вы ее как бы подтолкнете без запроса к ее боли. Я бы не рекомендовала рассказывать. Но здесь зависит от степени дружбы, близости. Если вы растворяетесь в вашей подруге, если вам кажется, что она настолько близкий для вас человек, как родная сестра или родная мама, или как третья ваша рука, вам кажется, что все, вы единое целое,
вы прям самые близкие друг другу люди, и тогда вам кажется, что раз изменяют и обижают ей, то это и вас как-то обижает. Или вы должны ее обязательно спасать и помогать, и как спасали бы свою третью руку, если бы ее, например, кто-то поранил. Тогда вы, возможно, инстинктивно побежите ее спасать и рассказывать. Но здесь вопрос о том, что, наверное, тогда вы дружбу воспринимаете как что-то более близкое, чем, по идее, должно быть в дружбе. Дружба, опять-таки, не должно быть слиянием, где вы растворяетесь с человеком и считаете, что вы уже две половинки чего-то целого. Это не так. Итого, резюмирую, лучше, наверное, подругам не рассказывать до тех пор, пока они вас сами об этом не спросят. И уж тем более не стоит идти к мужу и разговаривать с ним об этом. Я бы на месте такого мужа послала бы очень далеко на 3 буквы прямо, потому что никто не имеет права спрашивать про какой-то внутренний уклад семьи, про личную жизнь семьи, активно спрашивать. Это личное. То есть если бы кто-то меня спрашивал про измены, я была бы мужчиной, который изменяет, но это нарушение личных границ. Поэтому лучше узнать и забыть об этом. Вас это не касается. Мне кажется, это лучшее решение. Итак, вижу еще один вопрос. Вижу еще один вопрос, очень интересный, и он будет последним. Интересный вопрос. Муж изменил с подругой. Кого прощать и что делать? Спрашивает Ольга. Ольга, очень пикантный вопрос, спасибо. Кого прощать и что делать? Изменил с подругой – это обидно вдвойне. Ну, вообще измена обидно, а тут еще и с подругой. Это ощущается как двойное предательство. Верного варианта нет. Верный будет ваш, тот, как вы решите. Если девушка в этой ситуации решает простить либо мужа, либо подругу, либо обоих, у нее есть на это какая-то причина. Эта причина однозначно одна из вариантов, например, страх одиночества, например, чувство, что я никому больше никогда в жизни не понравлюсь, низкая самооценка, либо что-то другое. Эта причина всегда какая-то негативная, она поддается психологической коррекции, можно походить к психологу, восстановить свою самооценку, а точнее не восстановить, ее изначально нет. Если человек взрослый не чувствует хорошей самоценности, она не сформировалась у него в детстве так, как должна была. Это можно условно вылечить у психолога, с этим можно работать. И тогда не нужно будет никого прощать. Зачем прощать мужа, который изменил с подругой? Зачем прощать подругу, которая стала любовницей на время мужа? Когда можно обоих отпустить из своей жизни, выйти с ними из контакта, как сделал бы человек со здоровой самооценкой и психологически устойчивый, который не боится потерять отношения. Дорожить отношениями можно и нужно, но дорожить отношениями и бояться их потерять – это разные вещи. Чем отличается? Когда мы дорожим отношениями с кем-то, мы при этом не теряем себя, не унижаемся, не жертвуем. Мы находим какие-то точки соприкосновения. Но когда вам изменили с подругой, какие могут быть точки соприкосновения дальше? Это же нонсенс. Это же совсем нехорошо. Зачем? Лучше, конечно, уходить красиво, не мстить, не ругаться, просто спокойно прервать отношения и с мужем, и с подругой. Зачем такая подруга? Подруга такая не нужна. Может быть, они влюбились друг в друга, может быть, они поженятся, может быть, у них родятся дети, и, может быть, это будет новая семья в этом мире, где 2 человека будут счастливы. Ну и замечательно. В мире огромное количество потрясающих мужчин. Ваша задача их просто встретить, как я говорю на своем курсе про первое свидание. Замечательный курс, который учит людей не бояться ходить на первое свидание и знать, что в мире бояться одиночества не нужно. В мире огромное количество мужчин, которые вам уже сегодня подходят, и вы им подходите такая, какая вы есть сегодня, вам не нужно меняться. Поэтому, конечно, нужно уходить и радоваться. Ура, я свободна.
Я свободна, у меня нет ни подруги, с которой нужно общаться, тратить время, и которая при этом может вот так предать меня некрасиво. Я свободна, я могу пойти и встретить новую подругу, познакомиться с новыми интересными людьми. Я могу теперь ходить по улице и улыбаться мужчинам. Я могу с ними открыто кокетничать. И я могу знакомиться с ними. А вдруг новый мужчина, которого я встречу, будет лучше, чем тот, с которым я прожила какое-то время. Это же замечательно. Я бы не рекомендовала никогда никому прощать измену, когда измена тем более касается измены с подругой. Мы в эфире с вами 1 час, поэтому я думаю, что эфир пора заканчивать, он сохранится. Спасибо всем большое за активность, за вопросы. Можно дальше задавать вопросы в комментариях для тех людей, кто увидит этот эфир в записи. Я прихожу регулярно на канал, смотрю комментарии, отвечаю на вопросы по возможности, либо записываю новые видео, которые раскрывают тему, которую вы спрашиваете в вашем вопросе. Спасибо, до встречи, до следующих прямых эфиров и пока-пока.